Здравствуйте, друзья! Меня зовут, меня видно? Меня зовут Нина Воронова-Барте, я психолог, кандидат биологических наук, и вы на моем канале, где я рассказываю о расстройствах пищевого поведения. Сегодня буду учить вас двум быстрым техникам самоуспокоения. Зачем самоуспокаиваться? Самоуспокаиваться нужно, например, в тех случаях, когда вас затапливают эмоции. Вот вы чувствуете, что у вас начинается истерика. Вам плохо, вот вы сейчас все, вы сейчас сорветесь, вам ужасно, вы сейчас начнете рыдать. Вот тогда в таких случаях бывает очень полезно как-то так, что-то такое сделать, чтобы накал эмоций немножечко приспустить. Как это сделать, сегодня буду рассказывать и показывать. Но прежде чем я начну, как всегда, я вас прошу подписываться на мой канал, ставить лайки, комментировать, репостить и вообще как-то так вот рекомендовать, может быть, канал кому-то из своих знакомых, чтобы помочь каналу чуть-чуть развиться и чтобы больше людей с расстройством пищевого поведения находили эти видео. Это важно. Так вот, техники самоуспокоения. Если говорить про РПП конкретно, то, конечно же, про самоуспокоение, вообще про вот это состояние, когда я сейчас к чертовой матери взорвусь, сорвусь, упаду, начну рыдать и просто вот вообще покончу с собой, все РППшники про такие моменты знают. У людей с анорексией, например, ну там, во-первых, много сдерживаемой злости на себя, на других, и вот эти приступы ярости, приступы ненависти к себе могут захлестывать. Второй момент – это когда после еды начинается тревога жуткая. Тревога, паника, какой-то ужас, там этот живот растет. Прям на глазах вы превращаетесь в какой-то огромный дирижабль или в какого-то беременного бегемота. И вы уже прям вот только что поели, и уже вы видите, как 5 килограммов на вас выросло. Причем вы это видите. Вы подходите к зеркалу и видите это буквально. Вот в такие моменты может понадобиться какая-то техника успокоения. Что касается людей с булимией, то это, конечно, в те моменты, когда приближается срыв, либо в те моменты, когда вы пытаетесь оставить еду внутри и не очищаться. Там тоже может быть очень много паники, очень много какого-то вот этого переживания, ненависти к себе. И тоже иногда стоит просто попытаться как-то немножко вот это вот напряжение снять. Компульсивное переедание, там просто очень много эмоций, очень много стыда, очень много страхов, очень много тревоги. И тоже это все приводит потом к перееданию, а потом вторая волна эмоций, самоосуждение, самобичевание. И причем вы уже, раз вы смотрите мой канал, вы уже знаете, что этого делать не нужно. Но вопрос, как этого не делать, да? То есть я понимаю, что мне не надо вот это вот погружаться в это переживание крайне неприятное. Но как успокоиться? Две техники, очень простые, очень короткие. Первая техника называется бабочка. Психологи ее, как правило, знают. Она из направления, которое называется ДПДГ. Денсибилизация, проработка движением глаз. Техника очень простая. Эта техника бабочка также может называться техникой билатеральной стимуляции. Она может называться техникой убаюкивания, в зависимости от того, какие подходы в каком подходе вам эту технику предлагают. В чем смысл этой техники? Во-первых, вы садитесь, в идеале вы садитесь. Вы садитесь, откидываетесь на спинку стула и успокаиваетесь. Техника бабочка с элементами убаюкивания. Второе, что вы делаете, это скрещиваете руки. Так, как вам удобно. На груди, на плечах, вот так, как вам удобно, чтобы вы могли расслабиться в таком положении. Третье, что вы делаете, вы можете закрыть глаза или не закрывать глаза. Третье, что вы делаете, это начинаете тихонько и ритмично похлопывать себя по плечам. Раз, два, три, четыре. С той частотой и с той силой, которая вас будет успокаивать. И четвертое, что вы делаете, я сбилась, и начинаете покачиваться. Начинаете делать покачивающие движения влево-вправо или вперед-назад. Не быстро, делайте это медленно.
И когда вы войдете в ритм, вы можете сделать еще пятую вещь. Это либо начать говорить себе какие-то успокоительные слова, типа «все будет хорошо», «все спокойно», «успокойся, дорогая», «все будет хорошо». Либо еще один вариант, вы можете начать считать от 100 обратно. Не надо считать правильно, надо считать 100, 99, 98, 97. Это для того, чтобы ваша голова, ваша кора головного мозга переключилась от того, что вас так беспокоит, и сосредоточилась на чем-то еще. Вот. Элементарная техника, элементарная. Единственное, что ее нельзя делать у кого-то на глазах, люди подумают, что вы странный. Но в принципе, когда вы дома или когда вас никто не видит, можно попробовать. Есть еще очень скрытый вариант этой техники, но он хуже. Это когда вы кладете руки себе на колени или на бедра и, не раскачиваясь, также себя тихонечко похлопываете малозаметно и считаете от 100 в обратном порядке. По бедрам. Я просто не могу вам показать, потому что вы не видите меня целиком. Вот, например, вы в транспорте едете. Вы можете положить руки на бедра и также похлопывать. Незаметно, практически незаметно для окружающих. Это техника номер 1. Сразу скажу, работает не для всех, для меня не работает. Когда меня накрывает, вот это вообще не вариант, не для меня. Меня еще не успокаивает. Если я напряглась, меня уже так просто не расслабишь. Но для многих людей работает, они расслабляются, их отпускает, они даже чувствуют такую прямо, знаете, вот такую прям релаксацию, близкую к состоянию сна. Почему? Потому что, во-первых, на что похоже? Спи, моя сладкая, спи, моя сладкая. И качают. Это как будто мама укачивает. Вот она укачивает и похлопывает ребеночка по спинке там, или по попе. Вот так вот. И ребенок успокаивается. А почему ребенок успокаивается? Здесь даже не важно, делала ваша мама так или не делала. Потому что мы обезьянки. Ни котиков, ни собачек не укачивают. И когда ваша собачка нервничает, вы ее не берете и не укачиваете, правда? Вы ее гладите. Почему? Потому что мама у собачек вылизывает, гладит языком. А люди обезьянки. И когда ребенок исходный у обезьяны, ребенок цепляется за шерсть матери. Он висит у нее, например, под животом, а мать двигается, она ходит, она там что-то шевелится. И ребенок укачивается в это время. И его не облизывают. У него ищут блошек, его похлопывают, его поправляют. То есть другой принцип взаимодействия матери с ребенком. Когда вы это делаете с собой, вы, во-первых, обнимаете себя, вы себя похлопываете, вы себя укачиваете, вы говорите себе что-то хорошее, а еще работает та самая билатеральная стимуляция, которая просто, в принципе, расслабляет вашу нервную систему. Что важно сказать? Работает не для всех, как я сказала. Я вам покажу технику, которая работает для меня. Она вообще 3-секундная. Ее можно делать в разных местах, даже посреди улицы. Значит, как это делается? Вот все знают про дыхательные техники для успокоения, там, дышать квадратом, дышать диафрагмой. Я делаю еще проще. Я вдыхаю полной грудью, а потом медленно выдыхаю через трубочку. Ну, в смысле, через губы трубочкой. Я вдыхаю и делаю так. Пока я все не выдохну. Медленно. И делаю это несколько раз, 2-3 раза, пока я не почувствую, что меня отпустит. Движение руками можно добавлять или не добавлять, как будто вы отстраняете от себя все, что вас нервирует. Как будто вы, причем вы не вперед, вы делаете это вниз. Вы как бы опускаете и успокаиваете свою нервную систему во время выдоха. Как вы вдыхаете, здесь не очень важно. Главное, вдыхайте глубоко и потом медленно, это должен быть медленный выдох. И поэтому, собственно, через губы трубочкой, чтобы это было медленно и с усилием, с усилием. Вы таким образом, вы как бы эту энергию, злую, нервную, агрессивную, вы ее как будто выпускаете из себя. Это вообще прям мгновенная техника. Для меня, например, работает шикарно. Что будет работать для вас, я не знаю. Попробуйте и то, и другое.
Вот это вот фу, оно работает больше так. Почему оно работает? Оно работает потому, что оно тоже останавливает гипервентиляцию. Когда мы нервничаем, мы начинаем дышать очень нервно, даже сами того не замечая, у нас сердце бьется. Когда вы делаете медленный выдох, вы как будто говорите своей нервной системе и своему сердцу, что мы никуда не спешим, у нас все спокойно, у нас все под контролем. А тело, оно же как бы, оно же само не думает, вы ему что сказали, в то оно и верит. Понимаете? То есть там начинают потихонечку гормоны успокаиваться, там начинает парасимпатическая система там просыпаться. Вот. То есть здесь такой смысл убрать вот эту гипервентиляцию, когда вы много вдыхаете, и в кровь поступает много кислорода, и организм думает, что мы сейчас куда-то побежим или уже бежим, и нам вот надо вот это все быстрее, быстрее, быстрее. А когда вы выдыхаете медленно, значит, вы расслаблены. Вы говорите своему мозгу: мы расслаблены. И мозг такой: ну окей. Ну, как бы такая история. Вот. Вот, собственно, все. 2 короткие техники, короткое видео. Подписывайтесь, пожалуйста, на мои социальные сети. Ссылки на них, как всегда, в описании к этому видео. На мой телеграм-канал. Там мои посты, не только видео. Там еще можно почитать что-то и пообщаться со мной, кстати, потому что там есть группа для обсуждения, чат. И я там тоже что-то комментирую и отвечаю на какие-то вопросы. И если я вам нужна вдруг, как психолог, например, вы всегда можете со мной связаться через социальные сети. Пока!